Международное объединение – это то, что является неотъемлемой частью внешней политики и международных отношений для любой страны. Сегодня я хочу поподробнее рассказать об одном из таких объединений. Это БРИКС. Что же это такое? БРИКС – это неформальный институт сотрудничества стран с крупной развивающейся экономикой. Название – это аббревиатура, состоящая из первых букв названий стран-основательниц – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Но так было не всегда. Изначальное название было БРИК, и оно появилось задолго до самой организации. Термином БРИК в 2001 году английский барон и почетный профессор Манчестерского университета Джим О'Нил обозначил четверку стран – Бразилию, Россию, Индию и Китай, которые считались самыми быстрыми по темпам развития. По его оценкам, к 2050 году эти страны могут стать доминирующими экономическими системами в мире. Последовательность букв созвучна английскому слову «брик», что переводится как «кирпич», не случайно. Таким образом подчеркивалось, что за счет роста этих стран во многом будет строиться дальнейший рост всей мировой экономики. Интересный факт. Ассоциация с кирпичом для слова «БРИКС» сохраняется не только в английском языке. В Китае написание «БРИКС» также обозначает золотой кирпич из стран. Само Содружество государств было основано как БРИК в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума, в котором участвовали министры экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Далее в 2011 году состоялось первое расширение. Южноафриканская республика приняла участие в саммите БРИК в Китае и стала полноправным участником организации. После этого к названию прибавилась буква «С». Таким образом, к 2023 году объединение состояло из 5 стран. По какому принципу они изначально решили объединиться? По данным самого БРИКС, к 2018 году на долю 5 основных стран-участниц объединения приходилось до трети всего мирового ВВП. Общая площадь стран БРИКС при этом составляет 45,7 миллионов квадратных километров. Это примерно 27% всей суши, а общая численность населения оценивается примерно в 3,4 миллиарда человек, то есть 42%. Кроме того, эти страны характеризуются как крупные быстроразвивающиеся экономики мира. Бразилия – это 8-я экономика мира по ВВП, крупный сельскохозяйственный экспортер. Россия – 5-я экономика мира по ВВП, а также она имеет крупные запасы минеральных ресурсов, углеводородов, а также крупнейшую территорию, пригодную для сельскохозяйственных нужд. Индия – 3-я экономика мира по ВВП, один из лидеров на рынке интеллектуальных ресурсов и самая крупная страна по населению в мире. А Китай – это 1-я экономика мира по ВВП и 2-я страна по численности населения, после Индии, лидер в области экспорта, мировая фабрика. Южная Африка – это 23-я экономика мира по ВВП, богатая разнообразными минеральными ресурсами, в том числе алмазами. Примечательно, что каждый из членов БРИКС также активный участник или лидер региональных объединений – ЕАЭС, АСЕАН, Африканский союз и тому подобное. В 2023 году на саммите в Йоханнесбурге главы действующих членов БРИКС согласились увеличить количество стран, входящих в объединение, с 5 до 11. Президент Южноафриканской республики заявил, что в обновленный состав БРИКС войдут Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Аргентина также была приглашена, но после вступления в президентскую должность Хавьера Милея в итоге отказалась от вступления в БРИКС. Хотя название группы было изменено, когда к ней присоединилась Южная Африка, на этот раз название решили не менять. Членство новых стран официально началось 1 января 2024 года. С составом участников мы разобрались, но чем же занимается организация? БРИКС построен на принципе взаимного равенства стран с собственными национальными интересами. За счет объединения все страны рассчитывают укрепить свои экономические и политические позиции на мировой арене. Круг тем, которые затрагивают на встречах БРИКС, охватывает все актуальные аспекты жизни, в том числе экологические проблемы, бедность, развитие общества, финансовые институты и другие. БРИКС существует как неформальное объединение. На официальном сайте клуба используют термин «неформальная группа». У блока нет статуса международной организации, в отличие от, например, ООН или НАТО. Потому и четкой структуры тоже нет. Нет ни устава, ни штаб-квартиры, ни постоянного руководителя. Клуб позиционирует себя как площадку для взаимовыгодного партнерства стран-участниц. Он работает в формате ежегодных саммитов, на которых главы государств обсуждают возможности ускорения экономического роста,
обеспечения социальной стабильности и усиления позиции блока в мировом сообществе. Начиная с 2009 года ежегодно в одной из стран-участниц группы БРИКС проводится большая встреча лидеров – саммит. Как правило, в нем участвуют президенты либо главы правительств. Последний на данный момент, 15-й саммит, состоялся в августе 2023 года в Йоханнесбурге. Интересная отличительная черта – это то, что у группы нет постоянного председателя. Работу по очереди координирует страна-организатор саммита, сменяющаяся каждый год. По сложившейся закономерности, очередность смены стран для проведения встреч БРИКС повторяет очередность букв в аббревиатуре. То есть, если в 2022 году председательствовал Китай, то в 2023 ЮАР, а затем будет Бразилия и так далее. Трижды встречи проходили виртуально в 2020, 2021 и 2022 годах из-за пандемии. На этих мероприятиях участники БРИКС обсуждают актуальные экономические и политические вопросы, разбирают региональные проблемы, вырабатывают новые торговые связи. Кроме саммита с участием глав государств, представители БРИКС проводят много встреч на уровне министерств и ниже. В качестве нормативно-правовых документов БРИКС используются протоколы саммитов и международные соглашения по разным вопросам. На сайте саммита БРИКС 2023 года сформулированы основные направления международного сотрудничества. Первое. Сотрудничество в сфере политики и безопасности. Речь об общих подходах в вопросах борьбы с терроризмом, наркотиками и коррупцией. Их формулируют, как правило, на встречах глав МИД и советников по безопасности из стран БРИКС. Там же определяют общую позицию по геополитическим вопросам. Второе. Финансовое и экономическое сотрудничество. Это встречи представителей экономических и околоэкономических министерств, сельского хозяйства, энергетики, финансов и других. В этой сфере БРИКС добился наиболее существенных успехов, когда создал свой банк. Третье. Культурное сотрудничество и сотрудничество между народами. Это связи в сфере науки и культуры. Например, космические агентства стран БРИКС договорились делиться данными со спутников в рамках соглашения от 2021 года. А с 2022 года страны БРИКС имеют виртуальный центр разработки и исследований в сфере вакцин на случай новых пандемий. Самое значимое достижение клуба БРИКС на сегодня – это запуск собственного банка. Новый банк развития был создан в 2014 году, и его штаб-квартира находится в Китае. Пока что банк занимается только инвестициями в странах БРИКС, но при его запуске прописали возможность инвестирования и в другие развивающиеся экономики. Членами НБР становятся даже страны, которые пока что не вошли в БРИКС – Египет и ОАЭ, которые вступили в него еще до того, как их пригласили в клуб. За время работы банк выдал займы на реализацию 96 проектов в 5 странах БРИКС в размере 33 миллиардов долларов. Деньги в основном пошли на инфраструктурные инвестиции, связанные с водоснабжением и транспортом. Итак, давайте подведем итоги. Сегодня мы узнали, что такое БРИКС. Это неформальное объединение из 10 стран, которое включает Бразилию, Россию, Индию и Китай. У БРИКС нет строгой структуры и плана действий. Организация работает в формате ежегодных саммитов. Клуб заявляет своей целью в содействии экономическому росту стран-участниц. Самой значимой инициативой стало создание собственного банка БРИКС. У блока сильный экономический потенциал, который составляет почти 30% мирового ВВП. Но в рейтингах качества жизни людей и ведения бизнеса страны БРИКС далеко не на первых местах. Влияние инициатив БРИКС на мировую политику и торговлю пока не очень значимо. Решение носит декларативный характер, а сам клуб – это скорее площадка для межгосударственного диалога, чем организация, диктующая свою волю другим странам. Пишите в комментариях, был ли полезен этот выпуск и будет ли интересно узнать про другие международные организации.